Ранним утром на побережье небольшого курортного городка люди заметили странное явление. Волны приносили к берегу сотни темных пакетов, похожих на мусорные мешки. На первый взгляд казалось, что кто-то выбросил в океан огромное количество отходов, но плотность, размеры и равномерность расположения пакетов настораживали. Капитан спасателей Эрик Манлейн прибыл первым. Он ожидал обычной уборки пляжа, но когда попытался поднять один из мешков, понял, что вес превышает 40 фунтов. Узлы были завязаны столь туго, словно кто-то намеренно пытался скрыть содержимое. Развязав один пакет, Эрик обнаружил внутри крупные темные сферы, напоминающие камни, но необычно легкие и плавучие. Тем временем все больше мешков выбрасывало на берег. Спасатели оградили участок, чтобы не допустить отдыхающих к потенциально опасным находкам. Эрик заметил закономерность. Мешки были разбросаны не хаотично, а будто образовывали путь, ведущий в сторону открытого моря. Он собрал небольшую команду, и они вышли на лодке, чтобы проследить направление следа. Чем дальше они отплывали, тем очевиднее становилось, что кто-то намеренно сбрасывал эти пакеты. Сферы внутри оказались полыми. Это объясняло, почему тяжелые камни не тонули. Когда спасатели собрались вскрыть одну из них сильнее, Эрик обнаружил внутри порошок, который сразу подтвердил самые худшие догадки. Вскоре они увидели на горизонте большой корабль. С борта грузового судна рабочие сбрасывали в воду очередные пакеты. Судно явно не ожидало неожиданных гостей. Команда Эрика осторожно приблизилась, скрыв лодку со стороны кормы, и поднялась на борт. На палубе они наблюдали рабочий процесс. Мужчины наполняли такие же пластиковые мешки полыми сферами. Очевидно, операция была поставлена на поток. Пока спасатели прятались за контейнерами, глава экипажа, крупный мужчина с густыми усами, руководил погрузкой и проверял мешки, не подозревая, что за ним наблюдают. В этот момент рация Эрика случайно издала громкий треск. Рабочие насторожились и начали искать источник звука. Команда успела скрыться, но понятно было одно — их раскрытие — лишь вопрос времени. Эрик нашел момент и пробрался в капитанскую каюту. На столе он обнаружил карты, маршруты, документы и записи, указывающие на международную преступную схему. Корабль перевозил наркотики, спрятанные в искусственно созданных каменных оболочках, чтобы они могли свободно дрейфовать к заранее выбранным точкам на берегу. Там груз подбирали подставные сотрудники мусорных компаний, которые выдавали себя за уборщиков пляжей. Теперь было ясно, это не мусор, а тщательно продуманная контрабанда. Эрик передал данные на берег, где спасатели уже удерживали подозрительных сборщиков, пытавшихся забрать мешки до приезда полиции. Офицеры прибыли вовремя, и корабль, и его команда оказались в ловушке, созданной собственным неосторожным сбросом. История потрясла весь регион. Обычные спасатели случайно раскрыли крупную международную сеть благодаря внимательности и инстинктам капитана Манлейна. Пляж снова стал безопасным, а найденные камни превратились в важнейшие доказательства в расследовании.